известная российская гандболистка Алена Ихнева. У меня всегда была какая-то мания в голове моей, то, что я должна попробовать себя в Европе. Ты либо возвращаешься назад, либо, ты не будешь играть в сборной. Волейбол, баскетбол, гандбол. Sadece mutlu. Bir şey sormak istiyorsun. Алена, ты что там шутишь на турецком? В Турции водители, мы, не едем, мы летаем. Сумасшедшая игра! Мне вот не хватало вот этого чувства, знаешь, ты куда-то едешь за границу с командой. Ну тебя прям любят. Они всех любят. Всем привет! Это канал Новоселов, спорт и путешествия. Здесь я рассказываю о российских спортсменах, которые выступают за границей. Это второй сезон проекта, и начинаю я его в Турции. Из города Стамбул отправляюсь в соседний город Бурса, где с нынешнего сезона за местную команду играет известная российская гандболистка Алена Ихнева. Она дважды брала европейский кубок, играла во Франции, Хорватии, Венгрии и других странах Европы, а сейчас выступает в чемпионате Турции. Встретимся с Аленой и узнаем, почему она выбрала для продолжения карьеры именно этот чемпионат. Узнаем, что такое гандбол в Турции изнутри. И обязательно залетим на матч Европейского кубка, в котором команда Алены Ихневой будет принимать участие. Впереди очень много гандбола, так что усаживайтесь поудобнее и погнали. Опа, привет. Алена, привет. Привет. Это твоя собака? Да. Какая порода? Померанский шпиц. Пуфик, иди сюда. Пошли. Серьезно, пуфик? Да. О, мокрый пуфик. Идем. Нарушать будем, как в Турции принято? Ты быстро привыкла к тому, что здесь машины никого не пропускают? Заявляешь о том, что ты перейдешь дорогу, ты наступаешь на середину дороги, пешеходного уже. Ага. И такой, типа, либо ты, либо я. Вот и все. Либо они меня, либо я их. Мне нравится, знаешь, в чем Бурса? То, что это реально считается зеленый город. А раньше это называли типа Ешил. Ешил Бурса, как раз таки Ешил перевод зеленый. Но мне нравится, как ты интегрируешь турецкие слова. Ты уже в материале полностью или ты... Слушай, так, я могу 50 на сказать, 50? что я где-то, наверное, может быть, разговариваю, 70%. 69, 68. Стеснение вот прошло этот момент, да? Слушай, я считаю, что стеснение вообще очень убивает возможность разговаривать на иностранном языке. Поэтому даже если ты говоришь что-то неправильно, то есть ты должен разговаривать. Если ты будешь стесняться, то это тебе никак не поможет. Ну, нет, с командой девчонки, если я уже половину девочек знаю в команде, они ко мне, да, уже Алена, все, ты наша, ты с нами. Я всегда хотела и понимала, что для своего существования, для жизни в другой стране человек вообще должен, в принципе, социализироваться и знать какой-то язык, в любом случае. Да это не так сложно, на самом деле. Мне кажется, если у тебя что-то немножко есть, какой-то мозг, который двигается, и ты хочешь немножко желания, то, в принципе, я думаю, ты научишься. У меня пуфик отдельный просто персонаж, он сам по себе гуляет, и это не он гуляет со мной, а я гуляю с ним, то есть он ходит всегда, где хочет. Куда пошел ты? Не надо. Pardon. Sadece mutlu. Heyecanlı. Teşekkürler. Как правильно называется твоя команда, в которой ты сейчас играешь в Турции? Название там очень длинное и сложное. Так, сейчас бы не оплошать самой. Бурса Буюкшехир Спор. Как еще раз она называется на турецком? Бурса Буюкшехир. Ты в прошлом сезоне выступала в России, и потом через год неожиданно решила сменить чемпионат. Мне нравилось, в принципе, как в Черноморочке все. Мне нравилось руководство, игроки. В принципе, замечательно, не было никаких вообще проблем. Не знаю, мне почему-то хотелось все равно вернуться в Турцию. Во-первых, там были свои какие-то причины личные. И вообще, не знаю, как скучала по Турции тоже. И я решила, вернуться. То, что еще и в Черноморочке были немножко проблемы. Для меня было тяжеловато с логистикой. Далеко. Это было, считай, ближе к Украине, туда, край. Аэропорты не работали. Мы добирались на автобусах постоянно. Немножко это было для меня проблематично. Ты до того в России долго не играла. Ты впервые столкнулась, так понимаю, с этими логистическими затруднениями. Я прям была в шоке. Можно сказать, даже в какой-то степени в депрессии. Когда команда едет 24 часа на автобусе,
постоянно, и то тебя занимает одна поездка 3-4 дня там, то да. И самое дальнее это была Тольятти. Если мы ехали на автобусе, то это от 24 до там 28-30 часов мы ехали. Ну вот представь себе. Но ты поехала в Турцию. Чемпионат Турции сейчас сильнее, чем чемпионат России по гандболу? Нет. Чемпионат Турции никогда не был сильнее, чем чемпионат России. Во-первых, здесь и количество команд меньше. И российский гандбол, я до сих пор считаю и считала, что один из самых сильных вообще. Может быть, сейчас это не так сильно, потому что у нас нету европейского уровня гандбола в плане того, что девчонок нет практики. У нас нет практик у сборных команд, у нас нет практик у молодежных команд. И да, это влияет. В любом случае сейчас уровень подупал. Но если у нас девчонки чемпионки олимпийские, то как ты считаешь, где лучше гандбол? Но если не брать личные причины, получается, ты пошла на понижение в уровне? Я пришла сюда, чтобы, во-первых, отдохнуть морально от того сезона. Он немножко меня подубил. Вот. А во-вторых, зарплату мне предложили здесь, в принципе, хорошую. Поэтому, вот так. Ну и то, что я говорю, я соскучилась по Турции. Ты уже в кипе, чтобы было понятно, куда мы двигаем? На Трешку. Вот, эмблема города. Тут тоже. Все, пошли. Все серьезно? Все серьезно. Когда тебя видят здесь в кипе, узнают, нет? Или так, что это за кипа, кто это, что это? Но обычно все говорят, волейбол, там, баскетбол. Мы такие, нет, гандбол. А, гандбол. Кстати, девчонка из команды, анголка. Сейчас скажу, привет. Hi. Hi. I have some interview today. Hi. This is my friend. Yeah. So you can say hi. Короче, нас отсюда забирает сервис. Мы здесь стоим, приезжает газелечка, мы такие, оп, все. Прикольно, да, такие сидим, как автобус ждем. Вообще, такое ощущение, что просто сейчас по Яндекс.Карте автобус подъезжает. Да. Мераба. У нас есть девчонка, которая на машине ездит, она недалеко живет, иногда забирает других, и автобус более такой свободный. Но мне кажется, что сегодня будет прям в забитую. Aloma. Merhaba. Merhaba. Çok güzelsin. Böyle kedi çekmiş sana çekmemiş. Dışarıda böyle yap. Знаешь, какие все культурные. Мераба. Обычно не так? Да нет. Нет, в Турции очень все культурные места. Всегда здороваются, всегда заходя прям такие. Привет, привет. Джо, I'm sorry. Sit with Agni. Thanks. Представляешь, какой уровень? Блин, такое, конечно. Видишь, какие все заботливые. Да, вот тоже кофе, пожалуйста. Тут главный челлендж не разлить кофе во время поездки. Отпивай, давай. Да он не горячий. В смысле? Он Да он не горячий, я тебе серьезно говорю, поверь. Видишь? Да, хорош такой с кафе. В Турции водители, мы, не едем, мы летаем. Мы летаем, потому что иногда мы просто с такими глазами ездим, потому что мы думаем, что вот-вот сейчас, и мы куда-нибудь врежемся. Здесь обычно играют турецкие мотивы. Там пока детишки тренируются. Тут у нас зал, тренируемся мы. Это детишки не наши, это детишки Нилюфера. У нас два разных клуба. Вот Нилюфер мужская команда, и вот мы Бурса-Büyükşehir. Но у нас нет своего зала, поэтому мы тренируемся в их зале. Bursa. Atarken ben mavi dedim. Benim elimde mavi kaldı.
Я не очень разбираюсь в позициях в гандболе. Объясни, что значит твоя позиция левая полусредняя? Левый полусредний – это такой игрок, который в основном забивающий, наверное. Хотя тут в гандболе нет такого, что кто-то забивает больше, кто-то меньше, но в основном левый полусредний, разыгрывающий и правый полусредний – это такие основные игроки, которые забивают. То есть должны больше взять на себя ответственность за атаку. Кто лучший на твоей позиции в мире? Слушай, Рейнштадт, наверное, сейчас самое лучшее. А среди российских гандболистов? Мне нравится, как играет Варя Семенов. Сейчас себя очень хорошо показывает. Она молодой российский игрок, который уровня Лиги чемпионов. Я, может, конечно, профан, но я никогда раньше не знал, что в гандболе мячи специально чем-то смазывают, чтобы они были липкими. Вся грязь, правда, цепляется, но, видимо, во время тренировки и матчей так нужно. Вопрос профана про гандбол. Почему мяч липкий? Ну, чтобы его лучше в руке держать, потому что не у всех рука, например, может захватить полностью объем мяча, у кого-то, может, вообще не хватает. Чтобы мяч хорошо прилипал и была скорость броска, то для этого придумали липу. А второй вопрос еще более важный. Как потом отмыть все это? Кремом. Или маслом для, знаешь, детским таким вот маслом. Ага. Все. Пока вот тренировка идет, я вам покажу Елис Озель. Это девушка, которая в 45 лет до сих пор играет профессионально в гандбол на высоком уровне, и завтра тоже в матче Еврокубка будет принимать участие. Я, честно говоря, в шоке до сих пор от того, что в 45 лет она в таком порядке, и после тренировки попробуем с помощью Алены узнать ее секрет долголетия. Окей, меня интересует только один вопрос. Как тебе удается в 45 лет быть в такой sumасшедшей форме? Bir şey sormak istiyorsun. Nasıl şey bu yaşında oynayabiliyorsun ve çok iyi yani oynuyorsun, enerji var, daha iyi gibisin. Öncelikle teşekkür ederim. Thank you very much for all. Сначала хочу сказать спасибо за такой комплимент. Вот. Ne zaman böyle sizin gibi genç oyuncularla daha genç hissediyorum. Когда играет рядом с игроками, которые моложе ее, она чувствует себя тоже в хорошей форме. Это дает ей силу. Handball'u çok seviyorum Любит гандбол очень сильно. ve kendime bakıyorum. И за собой следит. Поэтому ей удается играть на таком уровне. Может быть, что-то ест специально? Bir şey yiyor musun yani? Söyleyen. Секрет. Секрет. Но у тебя, я хочу сказать, турецкий просто чок-гюзель. Слушай, я тебе говорю, это вот, наверное, последние 2 сезона, когда я начала более-менее нормально говорить. Ну, потому что, видишь, сколько турчанов в команде, приходится разговаривать со всеми. Поэтому... Очень круто. Я прям респект. И у меня, наверное, даже был стимул научить турецкий, чтобы я там в команде могла просто всем раздавать там лещей, просто буквально там что-то на их языке там говорить. И сейчас, когда я уже говорю, такие: Алена, ты что там шутишь на турецком, там все такое. Я говорю: конечно, вы что думали? Вот я уже все знаю. Когда смотрю гандбол по телевизору, многие смотрят, думают, что это нереально легко. Вот. Это заблуждение или так и есть? Конечно, заблуждение. Заблуждение. В общем, я тогда, как настоящий профан в гандболе, хочу, чтобы ты, с 7 метров кинул мне 10 раз поворотом. Сколько? 10 раз. Может, поменьше? Давай 5. Давай 5. 5 раз. Давай. Хорошо, мне хватит 5. Если хотя бы один раз я отобью, то можно считать, что я в порядке А или мне нет. как кидать, типа, давай 60-70, да? Ну, кидай так, чтобы, я реально почувствовал, что ты в полном порядке. Ладно. Сумку сними. А что ты за вратарь такой с сумкой? Так, 5 попыток. Нужно отбить хотя бы раз, чтобы не чувствовать себя совсем дураком. Ты хоть разомнись сначала. Готов? Я потеряла микрофон! Давай, угадай. Последний? Ну давай. 0 из 5. Это было на всю силу или нет? Да, 70%. 70? Да. Maybe next time. Пока. Пока-пока.
интересен твой кейс, как попасть из России в Европу, в европейский гандбол. Я хочу попробовать себя в Европе. Как мне обратить на себя внимание? Гандбол — это не футбол, там, да, эти там огромные лиги, там, ну, то есть там все где-то друг друга знают, какие-то, если какой-то игрок там выскочил, там, хоп, сразу тебя уже заметили, сразу тебя уже в своем чемпионате, либо где-то еще, там уже все подметили, за тобой следят. У меня всегда была какая-то мания в голове моей, то, что я должна попробовать себя в Европе. То есть я всегда хотела. То есть мне, наверное, даже в дневнике, когда я там в детстве записывала какие-то свои цели, там, достижения или еще что-то там, я помню, у меня была цель уехать за границу. И когда у меня выпал такой шанс, я его прям вот взяла. То есть там была борьба и с родителями, и с мамой, там, и со всеми. И то, что это было рано, там, возможно, я бы сейчас... Возможно, могла бы быть в сборной России там, или в каких-то выиграть чемпионаты, еще что-то. Думаешь, отъезд в Европу как-то помешал тебе больше играть за сборную? Абсолютно. То есть, ну, мне даже Трефилов об этом говорил. Я была молодая, у меня не было имени такого в сборной. То есть, и он мне ясно дал понять, типа, ты уехала, все. Ты либо возвращайся назад, либо, ну, ты не будешь играть в сборной. Потому что, да, там были игроки, которые уезжали, но они играли в сборной, потому что они уже сделали имя в сборной. То есть они были незаменимые. Например, Кузнецова Полина. Там она уехала, да, там она возвращалась там. Или кто там еще у нас играл? Ну, то есть какие-то игроки, которые были старше, чем я, которые уже что-то доказали в сборной. Хочет тренер этого или нет, но он будет их вызывать, потому что они необходимы там. А тот человек, который только вовлекается в сборную, например, я, да, которая с юношеской сборной должна была войти в сеньор, ну, в первую, я еще, по сути, была никто. Ну, и я уехала. Для него это был такой вот удар, потому что он всегда хотел, чтобы все игроки играли в России, чтобы все играли что на виду у него. То есть он такой вот авторитарный тренер. Сейчас, возможно, да, там тренер сборной, там сейчас Бодниева Людмила, она играла сама за границей, и она, наверное, вот как раз-таки рассуждает, как ты. То есть сейчас игроки, если будут уезжать, она скажет, блин, это круто, потому что нам сейчас это нужно. Нам нужен мировоззрение людей, которые играют за границей, как они это видят, и она будет вызывать всех этих игроков. А тогда не, было по-другому. То есть ты уехал, все, ты как бы выбрал другое что-то. Вот, хочешь играть здесь, тогда ты будешь. Вау, мне было бы дико обидно, честно говоря. Ну, мне тоже было обидно, но, не знаю, я, наверное, как-то... Может быть, я еще, наверное, считала, что даже если бы я играла в России, может быть, у меня был не особо был все равно шанс попасть в сборную, потому что у нас были достаточно сильные игроки в сборной. Очень, во-первых, их много. У нас хорошая школа гандбола, у нас много игроков хороших. И были игроки старше меня, которые как раз-таки выиграли ту Олимпиаду, которые были там нужны. И, наверное, я все-таки думала, что, возможно, даже если бы я была в России, у меня, наверное, бы все равно был шанс, там, буквально 30%. Наверное, я все-таки не верила в то, что я бы, наверное, все-таки смогла оказаться в этой сборной. Я тебя спрошу про сборную России, а еще хочу спросить про сборную Турции. Расскажи, я читал интервью, что у тебя была возможность не выступать. Что сейчас с этой возможностью? Меня приглашали играть в сборную Турции. Там был менеджер Турции, Федерации гандбола Турции. Они очень хотели там поменять какой-то состав игроков и пригласить иностранцев и сделать что-то такое более масштабное. И все, мы уже начали реально заниматься документами. Ну да, я уж тогда уехала в Черноморочку, но это как бы не останавливало, то есть в этом не было никакой проблемы. Вот. Но в ближайшие как раз-таки там пару месяцев должны были быть выборы президента Федерации гандбола Турции новые. И старый президент проиграл. И весь процесс остановился. Ну, а если представить, что сейчас вот сезон классов складывается для тебя, ты выиграешь там Еврокубок, чемпионат, и к тебе приходят, говорят, хочешь играть за сборную Турции на чемпионат Европы? Слушай, мне уже такое говорили, поэтому... Не хочу. Уже не хочу. Мне в следующем году уже 31. И я не считаю, что 31 год – это такой возраст, где нужно начинать играть в сборной. Ты сегодня говоришь про возраст, я не понимаю, в гандболе 31 – это что, закат карьеры? Нет, ну не закат карьеры. Не то, что я старый, блин, я не старая. Я раньше всегда думала, что я, может быть, максимум буду играть, максимум до 35. Вот, до 35 – это мой максимум возраст. Я вот всегда тогда раньше думала. И сейчас, наверное, я тоже так же думаю.
что если бы я, наверное, играла, то это был максимум 35. Ну что, у нас день матча, я уже рядом с ареной, на которой будет проходить игра. Команда Алены Ихневой, Бурса Бююкшехир, будет встречаться с испанскими коллегами из клуба Репласа BT Онак. Это 1/8 финала Европейского кубка, и, что интересно, испанки прилетели на этот матч прямо в день игры. Я, честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые. Испанская лига – это просто максимально быстрые, невысокие игроки, которые просто тебя задолбают своими движениями, очень быстротой ног, какой-то супер определенной тактики у них нет, но у них максимальная тактика – это тебя задолбать. С 1,5 часа до начала игры хочу вам показать, как этот матч будут снимать. Вот здесь в углу арены стоят камеры. Вот камера номер 1. Это, похоже, оператор, который пришел. Вот там вот на балконе еще 2 камеры, и такая же камера стоит в углу. То есть 4 камеры будут показывать матч. Много это или мало, я не знаю, но точно будет прямая трансляция на турецком спортивном канале. Вы можете написать в комментариях, это обычное дело, что только 4 камеры на таком большом матче или нет. Я таким вопросом раньше, честно говоря, не задавался. Дальше. На самом деле для меня откровение, что трибуны на матче гандбольный битком, потому что параллельно здесь в 5 часов начал играть местный Бурсаспор. И многие выбрали, естественно, футбол, потому что он самый популярный вид спорта в Турции. Но те, кто пришел на гандбол, все равно пытаются следить за футболом. Так, небольшой итог, пока диктор не заорал. 28-я минута встречи, счет 14-12 в пользу Бурсы. Алену только что заменили, она закинула 2 классных или 3 классных мяча, но, видимо, нужно немножко отдохнуть. В общем, осталось ровно минута до конца матча. Счет 30-28 в пользу Бурсы. За минуту можно отыграть 2 мяча? Если можно, то испанки, наверное, счет сравняют. Но, учитывая, что первый матч выиграла Бурса, я думаю, что шансов нет. Бурса победила 32-28. В самой концовке еще пару мячей закинули. Сумасшедшая игра. Просто сумасшедшая. Команда проходит в 1/4 Европейского кубка. Я тебя поздравляю. Сумасшедшая игра. Ну вы прошли дальше, это кайф или ты просто спокойно? Это кайф! Придется опять делать мне визу. Хотелось бы, конечно, получше сыграть, но ладно. Штанги подвели сегодня меня, вот. Но, в принципе, команда выиграла уже хорошо. Как ты там говоришь, вкусно? Вкусно, очень вкусно. Матч был очень вкусный. Все, я устала говорить. Поэтому просто буду помолчу и пойду в раздевалку. Пока.
мне вот не хватало, например, именно вот этого чувства, знаешь, ты куда-то едешь за границу с командой, с другой публикой сталкиваешься, где они там поддерживают свою команду, что-то кричат на своем языке. Это тоже очень завораживает и помогает, иногда стимулирует тебя. Ну, то есть, как мне кажется, спортсмену важно, да, там, неважно на каком уровне, то есть это не уровень Лиги Чемпионов, но это уровень Еврокубков. Все равно суть одна, ты едешь за границу, ты играешь с другим соперником и сталкиваешься с другими болельщиками, то есть у тебя есть какая-то мотивация такая другая немножко. А кого ты знаешь за границей и за кем, может быть, следишь? Ну, конечно, у нас девчонки играют, Даша Дмитриева, ты знаешь, Аня Вяхерева, Трусова Кира играет у нас в Румынии, Кирдяшева играет тоже, по-моему, в Румынии у нас. Это Маслова Валерия еще играет. Кто сейчас, вот, может быть, из тех, кого ты перечислила, сильнейшая российская гандболистка и почему? Вяхерева Аня. Но она всегда была сильной. Во-первых, она очень талантливая, во-вторых, она работяга. Ну, это было видно, что она будет супер классным игроком. И возвышает гандбол России, то есть она имя такое, знаешь, которое вот российская гандболистка Аня Вяхерева, которая играет на уровне прям хорошем. То есть все знают, что она русская, все знают, что она классный игрок. Но ты играешь в Еврокубках тоже. Ты себя ставишь в какой-то топ вот, российских гандболисток? Возьмем так, что сейчас у нас разные чемпионаты, во-первых. Ну да, я не могу сравнивать сейчас Кубок Европы и уровень Лиги Чемпионов. То есть в любом случае уровень Лиги Чемпионов – это самый высший уровень. Да, возможно, я могла бы играть тоже, если бы прям у меня было супер желание, если бы я поставила себе такую цель, я бы могла бы сейчас быть в команде Лиги Чемпионов. Но меня как бы сейчас все устраивает, поэтому немножко другая уже история. Мой уровень как игрока, как бы, ну да, я себя считаю как бы сильным игроком тоже, независимо от того, где я играю, например, в каком чемпионате. Вот. Но я не могу себя сравнивать с Аней Вяхеревой там, или с Дашей Дмитриевой сейчас, потому что они заслужили, да. Это девчонки, с которыми я прошла все сборные, то есть мы одного года. Классные девчонки, классные игроки, ну и они молодцы. Ну что, вот такой вот получилась история российской гандболистки Алены Ихневой в Турции. И в конце этой истории мне, конечно, есть что добавить от себя. Что меня поразило больше всего? Во-первых, это, конечно, сама Алена, которая редко дает интервью и очень даже зря, потому что она классно рассказывает про гандбол, и даже такому профану, как мне, было абсолютно все понятно. Во-вторых, вы сами видели, и я до сих пор в шоке от того, как круто Алена выучила турецкий язык, и это точно помогло ей быстрее адаптироваться в новой команде. Вы видели, как она переводит интервью, я, честно говоря, просто в шоке. Ну и третье. Команда Алены Ихневой находится в 2 шагах от финала Европейского кубка. А это значит, что есть шикарные шансы закончить этот сезон с Евротрофеем. Это канал Новоселов, спорт и путешествия. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. У меня в запасе еще много интересных историй, которые, уверен, не расскажет вам больше никто. Скоро увидимся. Пока.